Всем привет, с вами Дэн, и у нас сегодня двое часов Тисо, и причем они абсолютно противоположные, абсолютно разные, что называется, да? Так сказать, двойной удар, двойной вандам. Так, ну давайте, наверное, вот с этих начнем. И открываем коробочку, что у нас здесь? О, давно хотел эти часы, во-первых, и сам посмотреть, и вам показать. А красота! Красота, честно говоря, давно хотел вам эту модель показать и сам посмотреть, а руки не доходили, хотя вот даже на прилавке их встречал, но вот в руках ни разу не держал. И я вам хочу сказать, что, как и часто у Тиссо, все, что на картинке, ну это вообще ни о чем. Вживую совершенно другие часы, и особенно они вот такие небольшие, и еще тут полировка в зеркало полностью по корпусу. О, и циферблат винтажный, это красиво. Они намного более приятные, и они выглядят дорогими именно вот вживую. Ну, так бывает часто со многими часами. Здесь у нас внутри ETA 7001, 45 часов запас хода, 17 камней, 21 600 полуколебаний в час и, конечно же, любимый многими и мной лично ручной подзавод. И, соответственно, это дает возможности потоньше часы сделать, ну и, конечно, подушевнее. Конечно же, подушевнее. Ай, красота какая. И маленькая заводная головка, да. Ей, конечно, не очень удобно пользоваться, как и всеми маленькими головками, но винтаж, дух вот этот, да, это приятно. Единственный минус, который я сразу вот для себя определил, и я думаю, вы тоже со мной согласитесь, задняя крышка здесь просто с полировкой. Тиссо, тыры-пыры и все. Где ручной подзавод? Ну вот нет. Но зато, посмотрите, да, корпус у нас изогнутый, слегка изогнутый, и это дополнительная крутость. И стекло слегка изогнутое. Вообще классно. Модель называется Tissot Heritage Porta Mechanical. Есть еще кварцевая версия. Ну, кварц вот такой винтажный. Это ерунда. Здесь стиль 1910-х годов примерно, да, такой еще карманных часов, а потом первых траншейных часов, когда стали приделывать проволочные ручки к ним. А сейчас они, конечно, более классически выглядят, эти часы, наверное, такие больше, ну, я бы сказал, костюмники, да, под пиджак, а тогда это как раз такие больше в милитари было. Поэтому здесь вот такой интересный, так сказать, нюанс для тех, кто знает. Корпус 316L, в базе идет кожаный ремешок, и вот здесь кожаный ремешок сразу намекает, он еще с выделкой под крокодила, что у нас, дескать, костюмники. Но я бы все-таки сказал, что это такие винтажники, да, и немножечко траншейники. И поэтому к ним, конечно, бы другой ремешок матовый. Этот ремень к ним не подходит, на мой взгляд. Ремень так себе по качеству, застежка, правда, здесь приятная. Но что касается ремешка, это... Он жестковат и не соответствует, как мне кажется, уровню и классу этих часов. Но это мое личное мнение. Значит, ритейл в России примерно 150 тысяч рублей. И за рубежом что-то вроде того, но немножко подешевле, естественно. 9 у нас по высоте. Вот так по корпусу, ну и по сути от ушка до ушка 43. Здесь по ширине, давайте посмотрим, 31,4. И, в общем-то, эти часы небольшие. Небольшие. Ну, где ремешок? Вот что у нас получается. 19,5. Здесь, в принципе, сторонний ремешок можно будет поставить. А, нет, нельзя будет. Нет, кстати. Нет, можно будет разобрать, нужно вот это вот такое крепление необычное и вставить туда ремешок 15, 14, 95. Но здесь, по-моему, 19, да? Здесь 19, нет, здесь даже 16. Да, точно, здесь 16. Так что, в принципе, сторонний ремешок можно будет поставить, но определенные сложности с этим возникнут. Но красота, как говорится, требует жертв. Ой, красота какая-то. Мои запястья 18,5, смотрите, это, ого, какая у нас тут бочечка-то, а? А мне нравится, а мне очень нравится. Я люблю, знаете ли, бочки, но хороших бочек сейчас днем с огнем не найдешь, а это хорошее. И малая секундная стрелка во все сомнения забивает, так сказать, финальный гвоздь, потому что это вау, это прям пушка. Единственный минус — ремешок, все остальное это крутяк, очень круто.
58 грамм всего, и здесь, конечно, потрясающий, очень крутой стиль, и изогнутый циферблат даже кажется под этим стеклом, но здесь циферблат плоский, а вот стекло изогнутое и корпус изогнутый. Вот это красота. Вот Tissot иногда удивляет своей исторической, да, heritage линейкой. Там есть такие вкусняшки, и причем с класснейшим, люто классным дизайном и с классными механизмами. И вот эта модель одна из тех. Очень нравится. Да. Она раскрывается, знаете, она раскрывается в руках, да, вживую, что называется, и она раскрывается на запястье. Ну, а теперь перейдем к следующей модели, которая вообще, так, как сказать, такие мы с тобой разные, но мы вместе. Да? А это вот, сейчас я вам покажу вообще совершенно противоположность. А здесь даже коробка по-другому открывается, вы представляете, а? Здесь надо вытаскивать, значит, как в Grand Seiko, а? Не, ну вы... А только оно так же элегантно, как Grand Seiko, не вылезает. Ну, ничего страшного, мы применим смекалку. Tissot. А вы что думали? Конечно, Tissot. Так, тряпочку в сторону. Вот она. Вот она. Слушайте, а коробка другая прям. Я давно таких коробок не встречал. Это новые, что ли, у них? Ну, кто знает, напишите, да, потому что интересно. Значит, здесь у нас инструкция, и у нас здесь гарантийный талончик. Вот так теперь аккуратненько все. Ну, вот это вот. Вот эта коробка поприятнее. Tissot, конечно, ничего не скажу. Так. Ну и самое главное, ой, какие красавчики, вы посмотрите, как... Тоже я эти часы видел только на картинке. Ну и что я вам скажу, да? В сторону, все в сторону. О да, какая красота! Значит, это Tissot Sidereal S называется, Powermatic 80. Ну, значит, внутри у нас Powermatic. Здесь прозрачная задняя крышка. Вот здесь есть на что посмотреть. И корпус здесь, конечно же, стальной, да, задняя крышка такая высокая. И плюс кованый карбон. Плюс под безелем у нас такая площадочка стальная. И сам безель тоже стальной. И уже выше него располагается сапфировое стекло. Опять же, это такое переиздание винтажной модели Tissot в современном исполнении, с современными материалами. И вот карбон мне со сталью нравится. И вообще вот дизайн этих часов нравится. Здесь соединяется так хорошо винтаж плюс современный, да, вот материал, как уже сказал. И интегрированный практически в корпус у нас ремешок. Ну, то есть ремешок здесь стандартный, плюс есть система быстрой замены, поэтому поменять можно. Но видите, да, он такой чуть-чуть сужается, и поэтому как будто бы полностью входит в корпус. Это, опять же, фишка часов из 70-х. Есть несколько расцветок этой модели. Мне показалось, что вот с желтыми нотками, с желтым ремешком это, пожалуй, самое интересное. Кстати, заводная головка тоже стальная здесь. Ну что ж, прикольно, прикольно. Каучуковый ремешок, супер люминово, 300 метров водозащиты, сапфир с внутренним антибликом. И диаметр здесь 41 мм. Сейчас примерим. А вообще часы вдохновляются регатой. Да, у нас яхтенной. И, соответственно, на этих часах есть даже шкала обратного отсчета регаты. Я, честно говоря, грешным делом, что называется, сразу подумал, что это автоспортивные часы. Тем более тут такой вот у нас с дырочками ремешок. Но нет, регата. Ну, регата так регата, даже еще интересней. Значит, по безелю здесь 39, а по корпусу как раз те самые 41. Высота. Стекло, кстати, возвышается на миллиметр точно. 14,7. Ну, для водозащиты в 300 метров, так это ерунда. Так, а что тут получается ремешочек? Вот как бы тут примерить. Вот так, 20. Ну все. Значит, сторонние ремешки здесь будет легко поставить. И хорошо, что есть система быстрой замены. Это в плюс. Значит, Powermatic 80 здесь такой уже хороший, премиальный, с пружиной Невохром, так что все круто. И ритейл в России 110 тысяч рублей. Опять же, за рубежом немножко подешевле их можно достать. Важный момент по весу. Чувствуется все-таки, что здесь стали много, и безель, и вот эта подложка, и задняя крышка, и заводная головка, так что не такие уж прям супер легкие. 91 грамм, и это неплохо, в руке ощущается. Летние, яркие, сочные, такие прям, да, на лето, 300 метров.
Мягкий, очень мягкий, классный. Вот здесь ремешок классный, это очень приятный такой прям, здесь каучучек у нас. И мне нравится, как на запястье сидит все на моих 18,5. Прям огонь, класс, мне нравится, шикарно. Но, знаете, когда я их первый раз посмотрел, есть здесь нюансик. Здесь, посмотрите, какой необычный ремешок. Я сначала подумал, что-то может не то, что-то может не хватает. А нет, вот так это все у нас делается. То есть здесь вот в эти вот дырочки у нас входят вот эти вот шпилечки, и вот так оно крепится на запястье. Честно говоря, хрень собачья, вот правда. То есть это будет растягиваться, рваться, быстрый ремешок, наверное, придет в негодность. Поэтому в ТИСО, наверное, и сжалились над нами, сделали систему быстрой замены. Я думаю, к этим часам можно набрать кучу каучуков. На той же Алишке сейчас шикарные есть любые ремни, и дорогие, и дешевые, и качественные, и обычные. ФКМ можно набрать, так что здесь, я думаю, это не проблема. Можно разные попробовать, и черный здесь, и желтый, да хоть вон зеленый сектор с красным, да, у нас где-то здесь отсчет есть, и стрелка красная. Так что это не проблема, но какую-то фигню. Ну, видимо, что-то хотели сделать такое новое, необычное, вот сделали какую-то ерунду. Хотя напишите, кто носит часы именно вот с таким креплением, может оно и удобно в повседневе, я даже не знаю. Ну, давайте посмотрим немножко циферблат. Как видите, циферблат такой у нас плоский, опять же такого винтажного типа, очень высокий, очень высокий, здесь прям высокий безель у нас, и расстояние между стеклом и циферблатом достаточно большое. Но, видимо, дизайнеры именно так задумали, плюс у нас все-таки выпуклое стекло, ну и высокий безель, которым удобно пользоваться. Я понял, почему его сделали таким высоким, потому что иначе его надо было делать шире, чем корпус, а это уже, наверное, было бы не в пользу удобства. Ну, а так, это хорошо, безель качественный, удобный. Для погружения можно пользоваться, конечно, но здесь у нас регата задумана. Симпатичное сочетание цветов, необычно, такой сдержанный, опять же, много здесь винтажных ноток. Я как-то вот отношу их сразу к дайверским, к спортивным. И, собственно, почему бы нет. И, знаете, такая, может быть, новация. Да, яхтенные часы обычно делают со слабенькой водозащитой, а здесь 300 метров то, что нужно прям от Тиссо. Вот такая вот модель, вот такие вот две прям противоположные модели. Напишите, что вам понравилось, что может быть еще из Тиссо показать на канале. А на этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн, конечно же. Увидимся.